Приветствую, друзья! Есть небольшое продолжение истории. Мэш ее публикует. Это что касается заключенных. Напомню, их особые приметы. Если встретите, будьте осторожны. Они с ножами и в тапочках. Их везли по этапу. И они там были с ножами и в тапочках. Я вообще не представляю себе, как все это работает. Сбежавшие в Чувашии заключенные вот публикуют. Для побега разбили стекло спецвагона. Я, кстати, не знаю. Ну, то, что мне, опять же, я, да, ну, как бы не специалист, если кто-то знает, ну, там вроде нет стекол. Я просто, что-нибудь вы разбили-то? Что, или, может быть, здесь вопрос терминологии, что называется стеклом, ну, просто кто же им станет там делать стекла, или это что такое, что за этап такой? Ну, во-первых, там, где заключенные, там даже если есть какие-то стекла, я так понимаю, что там есть решетки обязательно. То, что мне приходилось слышать, бывает, что стекол нет. Из-за этого бывает прохладно, потому что иногда погода меняется, а стекла не появляются. А вот решетки есть всегда, в любую погоду причем. Поэтому даже много песен про небо в клеточку. Я вроде бы как очевидные вещи говорю, но когда мне рассказывают такую новость, то эти очевидные вещи хочется проговорить еще раз и понять, где среди этих очевидных вещей вот эта неочевидная история могла произойти. Хотя, с другой стороны, да, вспомните СИЗО-1, да, вроде в Дагестане, когда, ну, то есть на улице выбрались. Причем там два ряда вроде как было. Там как-то вот окно с решеткой, и еще вроде как решетка. Ну, как-то вот я что-то не пойму никак, как все это работает. Короче говоря, в Чувашии заключенные для побега разбили стекло спецвагона. То есть спецвагон, значит, специально оборудованный, значит, с решетками. И выскочили на двухминутной станции, и их все еще не нашли. Слушайте, какая-то странная история, не знаю, вот со своей стороны дополняйте. То есть это спецвагон или обычный вагон со стеклами, но он спец. Уходили двумя группами, по 3 человека. Из первого, у меня остается только предположить, или показываете этот вагон, или рассказываете, почему их отпустили просто. Я бы так предположил. Еще раз, потому что у меня не рисуется картина совершенно. У меня сильно развито воображение. Я пишу произведения художественные и нон-фикшн. И у меня вот просто это надо объяснять. Уходили двумя группами, по 3 человека. Из первого и из второго вагона. Из второго вагона, то есть там много было вагонов, а я слышал, что спецвагоны один цепляют где-то там в конце или нет. То есть это целый состав был и одни сплошные спецвагоны, может это теплушки были, может их на Дальний Восток перебрасывали, я уже не знаю, что это вообще за история. 5 были одеты в тапочки, 1 в кроссовке. О, особые приметы, значит, 5 в тапочках, 1 в кроссовках. С ножами, в прошлый раз было. У меня люди иронизируют. Слушайте, серьезная ситуация, у меня люди иронизируют. Мне женщина пишет, говорит, у меня один подозреваемый есть на кухне, сейчас есть готовит. Тоже в тапочках, говорит, и с ножом. Что-то вкусное готовит. Ну, это ирония сплошная. То есть, это что за описание такое? Один из беглецов сильно подвернул ногу после приземления. Из какого вагона? Там много вагонов было уже тогда. Теперь хромает. Откуда это известно? Я серьезно сейчас спрашиваю, откуда это известно, что он хромает? То есть по камерам отследили, только до какого-то места, то есть, а может он уже не хромает, знаете, бывает быстро прошло, а бывает серьезная боль, а бывает вообще, может, ходить не может, потому что это протяженный процесс. Почему я задаю этот вопрос? А откуда это может быть известно? Они же сбежали или их провожали? Ну, один пока провожали, как говорится, да, разорвали 3 баяна и сломали 1 ногу, может быть, так это было. Побег заметил машинист поезда и сообщил спецслужбам. Ничего себе, а охрана-то где была? Я вообще не понял. За ними должна, или как-то по-другому все это происходит. Да вообще, что это? Что это? Правоохранители обыскивают соседние поселки в Сосновом Бору и микрорайоне сельхозхимия, никого не нашли. Но я не знаю, жители Бора и сельхозхимии, вы будете поосторожнее, там у вас лазят в тапочках, возможно, и в очках, 1 хромает. Никого не нашли, появившиеся ранее, то есть там никто не хромает, что ли? Появившаяся ранее в одном из СМИ информация о том, что одного из заключенных поймали, не подтвердилась. А как что, поймали? Наверное, хромых ловят. Это как у Булгакова, да, там не было из них, никто не был на кота похож, а то сейчас там всех котов переловят. Известно, что они были осуждены за кражи, противоправные действия сексуального характера, нифига себе, и за наркотики. Ну-ка, стандартно, я бы вообще сказал, мигранты, походу. Просто по почерку и по самим делам. И это не первый раз, слушайте, опять же, мигранты уже, я напомню, убегали, когда подкоп сделали, тоже долго ловили, к ним вообще какое-то странное отношение, как к родным. Диаспоры везде уже, что ли, они уже и во ФСИН работают. Я просто, это как вообще возможно? Не знаю, пишите со своей стороны, но я читаю, у меня не укладывается ни одна. Бывает такое, что ты прицепишься к какому-то слову, ну думаешь, ну может не так написали. Я вообще не понял, что мне написали. То есть очень интересно, но пока непонятно. Не знаю, со своей стороны дополняйте, для меня более
Я более странных историй из мира криминала еще пока не знакомился. И вас, наверное, знакомлю сейчас косноязыка, потому что я не знаю, как это, ни как прокомментировать, ни как это прочесть, чтобы не выглядеть странно. Ну ладно, увидимся, друзья мои, поосторожнее с этими хромыми. Сейчас в последнее время просто беда какая-то.